Главные новости этого дня. На западном берегу Мексики в Тихом океане в результате нападения белой акулы погиб российский артист, родной брат известного актера Даниила Страхова Михаил Страхов. Михаилу Страхову было 36 лет, он отдыхал в Мексике вместе со своей семьей. В момент трагедии молодой человек нырял с аквалангом и изучал красоты подводного мира. Накануне ушел из жизни представитель известной актерской династии Янковских, племянник Олега Янковского, народный артист России Игорь Янковский. Артисту было 73 года, причина смерти – цирроз печени. Широкому зрителю данный артист знаком по таким фильмам, как «Приключения принца Флоризеля», «Следствие ведут знатоки», «Марш-бросок», «Женатый холостяк» и многие другие. Накануне в Азербайджане в аэропорту города Баку по требованию комитета Никиты Михалкова и Следственного комитета была арестована скандально известная судья Елена Хахалева, которая обвиняется в России сразу по нескольким уголовным статьям. По данным СМИ, она собиралась вылететь из бакинского аэропорта в Дубай. Однако при прохождении паспортного контроля ее имя обнаружили в списках международного розыска. Елена Хахалева уже на протяжении многих лет обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и получении денежных взяток во время судебных процессов. Члены комитета выехали на очередную антикоррупционную проверку. На этот раз сотрудники организации, известный актер Антон Макарский и два общественных деятеля, новый сотрудник Артем Жога и Евгений Пригожин, посетят город Пензу. Поездка продлится 4 дня. Сотрудники комитета проверят стоимость жилищно-коммунальных услуг для пенсионеров, а также проверят работу общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений города. Помимо этого, сотрудники организации встретятся и пообщаются с местными жителями в одном из центральных кинотеатров города Пензы. В Болгарии, в городе Варна, произошла повторная попытка отравления известного российского певца, отца Филиппа Киркорова, Бедроса Киркорова. По факту чрезвычайного происшествия был арестован болгарский журналист, внебрачный сын Бедроса Киркорова Салим Киркоров. По данным местной прессы, Салим Киркоров попытался произвести отравление своего отца через третьих лиц, заказал преступление против Бедроса Киркорова. Сам Бедрос Киркоров после отравления находится в больнице в средне-тяжелом состоянии. Как отмечает следствие, попытка отравления Бедроса Киркорова связана с наследственным вопросом. Все дело в колоссальных финансовых счетах Бедроса Киркорова, в его дорогой недвижимости и имуществе, которое располагается не только в России, но и ближнем и дальнем зарубежье. К этому часу поступили последние новости о состоянии здоровья сына Филиппа Киркорова Мартина Киркорова. К сожалению, за последнюю неделю положительных результатов не произошло. Мартин Киркоров по-прежнему находится в одной из болгарских медицинских клиник в критическом состоянии. Еще 2 недели назад врачи Израиля сообщили, что сын Филиппа Киркорова безнадежен. Отметим, что первоначальная причина печального события – это конфликт Филиппа Киркорова с его сыном, который произошел еще в декабре месяце прошлого года из-за новогодних подарков, которые Мартин Киркоров испортил. Сегодня утром в зоне спецоперации погиб известный кинорежиссер Станислав Притула. Станислав Притула участвовал в спецоперации на стороне ВСУ. Режиссеру было 43 года, о печальном событии сообщила его супруга Лариса. Станислав Притула снял такие известные кинофильмы, как «Огни в горах» и «Ночная прогулка». Несколько дней назад ушел из жизни известный российский актер и режиссер Игорь Ромащенко.
Игорю Ромащенко было 59 лет, причина смерти не уточняется. Игорь Сергеевич Ромащенко более 30 лет служил в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. За годы творческой карьеры артист снялся в таких сериалах, как «След», «Папины дочки», «Человек и право» и многие другие. Следственный комитет Российской Федерации арестовал и отправил в следственный изолятор известного музыканта, основателя группы «Смысловые галлюцинации» и автора песни «Вечно молодой, вечно пьяный» Владимира Бурдина. Причина ареста – это нападение музыканта на человека с ножом, которое привело к летальному исходу. Владимир Бурдин уже попадал в подобную ситуацию в 2017 году. Тогда он ранил бывшего спецназовца. В тот раз известному музыканту повезло, его отправили на принудительное лечение. Однако в этот раз состоится суд. Резко ухудшилось состояние здоровья известного музыканта, лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и его супруги певицы Натальи Синчуковой, которые несколько лет назад страдали онкологическим заболеванием раком крови. К сожалению, несколько недель назад произошел рецидив. Страшное заболевание вернулось вновь. На данный момент Виктор Рыбин со своей супругой находится на медицинском обследовании. Разрабатывается дальнейшая стратегия лечения. Известная телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова 2 дня назад перестала выходить на связь после того, как вылетела в страну Мозамбик для участия в новом телевизионном шоу. Ольга Бузова вылетела в данную страну без охраны, только в сопровождении своего молодого человека и близкой подруги. Поклонники телеведущей очень надеются на благоприятный исход. Подобный случай с Ольгой Бузовой произошел 2 года назад. Тогда известная телеведущая также во время съемок ток-шоу потерялась в Африке. Бывшему министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу выдвинули очередное обвинение и устранили от ведения государственных дел. На данный момент дело достаточно серьезно. Сергею Шойгу выдвинули повторное обвинение в государственной измене. В особняках Сергея Шойгу, его близких и друзей были обнаружены важные документы, которые свидетельствуют о том, что начиная с 2002 года Сергей Шойгу передавал важную информацию о спецоперации недружественным странам. Более того, были обнаружены важные банковские документы, исходя из которых стало известно, что за свою помощь недружественным странам Сергей Шойгу получал крупное вознаграждение. Финансовые суммы вознаграждения измеряются в миллионах долларов. Однако в связи с более чем лояльным отношением Верховного Главнокомандующего к Сергею Шойгу, антикоррупционному комитету Никиты Михалкова до сих пор окончательно не удалось арестовать бывшего министра обороны Российской Федерации. Дочь Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Мария Воронцова стала чувствовать себя лучше. Состояние здоровья женщины более стабильный. Мария Воронцова в декабре прошлого года совершила подвиг на спецоперации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.